Знаете, в чем главная беда Командующий тревога «Властелинов грузовому. воздуха»? Приближаемся к Фильм цели. не выдерживает Радио собственного заряд. веса. Хорошо, Первые майор. три Все в 4 строю. серии Понял. – это чистый адреналин. Ты сидишь, сцепившись в подлокотник, и Вишки чувствуешь, справа как целый. трясется Би-17, как Иду. свистит воздух к пробоине, как парни в кожанках молятся, чтобы шасси Первый двигатель выпустилось. горит. Отключаю. Это лучший военный фильм за последние 10 лет, без дураков. Но где-то к середине сериала начинает провисать. Создатели, видимо, решили, что зритель уже накушался взрывов, и теперь надо нагрузить его психологией и бытом. Сказали куда И это сколько правильно, займет. но реализовано неровно. Очень много времени уделено лагерю военнопленных, и эти сцены при всей их драматичности превращаются в затянутый роуд-муви по грязи и снегам. Ты ждешь, когда же опять поднимут крепости в небо, и тебе показывают, как герои сидят в бараке и обсуждают, кто из них сломается на допросе. Это важно, но ритм ломается. Да, рвите его. И финал, он какой-то скомканный. Сериал резко обрывается на победной ноте, но без того мощного катарсиса, который был в «Братьях по оружию», когда ты станешь рыдал над обалденным последним отцом. интервью ветеранов. Здесь же просто красивый титр и Думаешь? улыбка Освета. Знаю. Не хватает той щемящей ноты, где война – это не только подвиги, но и сломанные судьбы. Показали пару статистик по потерям и все. А ведь 8-я воздушная армия потеряла больше людей, чем вся морская пехота за войну. Эту цифру надо было врезать в память, а не пропускать бегущей строкой. И теперь главный вопрос, стоит ли смотреть? Если вы фанат Прямо по строению. авиации, Снова однозначно техника. да. Это лучшая реконструкция воздушных боев Второй мировой на сегодня. Забудьте про Перл-Харбор с ее цирковыми виражами. Здесь каждая пулеметная очередь имеет вес, а каждый маневр – это вопрос жизни и смерти. Отключаю. Сцена, где Мессер приходит сквозь строй и срезает хвост ведущим, заставит вас выдохнуть так, будто вы сами там сидели. Потух. Если вы ждете второй «Братьев по оружию», выйдет разочарование. Там не было этой голливудской глянцевости, там камера дрожала от реализма. Здесь же иногда пробивается картинка из компьютерной игры. Слишком яркая, слишком четкая, с идеальными взрывами. Это сбивает настрой. Мой личный итог. 10 часов Твердая низко. четверка с плюсом. Воздушные сцены 10 из 10. Исторический контекст Летят к баку. 7 из 10. Драматургия 6 из Еще 10. истребители на 2 Смотреть обязательно, но без завышенных ожиданий. Включайте вечером, включайте свет, наливайте чай и готовьтесь к тому, что половину серий вы будете смотреть на одном дыхании, а половину с легкой тоской, поглядывая на таймер. Компенсирую. Но тот самый момент, когда летающий крепости прорывается сквозь разрывы зенита и сбрасывает бомбу на цель, он стоит потраченного времени. И напоследок, если вы после просмотра загуглите, кто такой Роберт Рози Розенталь и что с ним стало после войны, значит сериал свою главную задачу выполнил. Он заставил вас вспомнить о настоящих людях, а не о спецэффектах. И это, согласитесь, дорогого стоит. Одной из самых трогательных сцен сериала «Властелины воздуха» становится вовсе не воздушный бой и не очередной налет на Германию. Настоящее эмоциональное впечатление производит эпизод, в котором американские бомбардировщики сбрасывают продовольствие голодающим жителям Нидерландов. После множества серий, наполненных взрывами, потерями и разрушениями, зритель неожиданно видит совсем другую сторону войны. Вместо бомб из грузовых отсеков Би-17 вылетают мешки с едой. Люди внизу больше не прячутся от самолетов. Они с надеждой смотрят в небо, ожидая спасения. Эта сцена основана на реальных событиях. Весной 1945 года союзники провели гуманитарную операцию по доставке продовольствия в оккупированные районы Нидерландов, где население переживало страшный голод. Тысячи тонн муки, консервов и других продуктов были сброшены с самолетов, что помогло спасти множество жизней. Особенно сильное впечатление производит момент, когда летчики видят на земле огромную надпись, выложенную из цветов. Thanks, Yankees. Спасибо, Янки. Этот эпизод символизирует благодарность людей, которые еще совсем недавно слышали гул тех же самолетов во время бомбардировок, а теперь встречают их как вестников надежды. Именно поэтому этот эпизод многие зрители считают одним из самых сильных во всем сериале. Он показывает, что за сухими цифрами военных сводок скрывались судьбы обычных людей, а победа измерялась не только захваченными городами и уничтоженной техникой, но и теми же жизнями, которые удалось сохранить.
Если оценивать эту сцену с точки зрения исторической достоверности, то она заслуживает 9 из 10. Друзья, спасибо, что вы досмотрели видео до конца. Пишите свои комментарии, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал. Будут еще много интересных видео.